Всем привет! Я продолжаю видео по неработающей системе Вовытай на своей машине. После того, как мне Колян написал о том, что у меня не работает система, да, и мы уже с вами это дело все проверили. Машина, что с клапаном, что без клапана, ну, фишкой одергивал, да, едет совершенно одинаково. Естественно, делаем выводы. Не работает. Значит, после этого я еще много полазил в интернете. Вот, написал на форуме LTZ Club Акаду, все, наверное, его знаете, про всю вот эту вот делюгу. Ну, просто описал ему ситуацию, он сказал совершенно верно. В твоем случае, когда у тебя автоматные мозги и механика, система Вовытай не работает. Я попросил у него помощи, типа, чтобы он сказал, как это сделать. И он мне сбросил ссылку на Юру с Allswap. Вот, ссылочку я оставлю в описании. И он совместно с Акадом, как я понял, вообще решает очень много таких вот подобных проблем после свапа. Это, то есть на UZ, на JZ и многое другое. Вот. И, естественно, он мне отправил одну интересную штуку. Вот сегодня я ее уже получил. Так, что у нас здесь пришло? К сожалению, моя GoPro что-то перестала включаться. Снимаю теперь на Соньку. Так, значит, что у нас здесь? Конвертик. Конвертик. Та-та-та. Так. Ну, все узнаете, кто это? allswap.ru. И вот сам девайс. Так, вот сам девайс. Такая вот интересная штучка с проводами. И инструкция. Значит, ребят, что это такое? Это устройство имитации автоматической коробки передач. Вот здесь инструкция по установке. Все как подключается. Вот смысл какой? Понятно, да? Вот, когда мы оставляем автоматный мозг и ставим механику, у нас мозг выдает кучу ошибок. Он не видит температуру у нас, он не видит датчики вращения валов, там вот, и кучу всяких датчиков по коробке. Естественно, как написал Акад, что мотор, получается, мозги, ну, работают некорректно. То есть, скорее всего, из-за этого у нас и не работает система Вовытай, и обороты могут быть непонятные. Вот, тоже я с ними когда боролся. И вот это вот маленькое устройство, это и есть моя автоматическая коробка передач. С помощью нее мозг должен полностью начать корректно работать. Заработать система Вовытай. Вот, мы ее обязательно, эту делюгу сейчас будем ставить и проверять. Вот, эмоции я себе расскажу. Штука очень прикольная и маленькая. Действительно, она настолько компактная, что ее можно прям рядом с мозгом оставить. Вообще у них не будет. Очень много устройств, и вот меня конкретно заинтересовало это, да, потому что я столкнулся с этой проблемой. Также у всех после свапа, особенно на 110-х моторах, да, вообще на GZ-ах, проблема с кондиционером. Юра эту проблему тоже решил. Там есть специальное устройство, при подключении которого работает и климат-контроль, и кондиционер, и снау, и пауэр, и трекшн-контроль. Там, короче, все. Покупайте эти ништяки, и у вас все будет работать. Вот. Опять же, если вы напишите ему в сообщении типа промокода SIPSCHNEIDER, вот, Юра сделает для вас скидочку. Вот, ну а сейчас мы посмотрим на инструкцию, что там такое написано, попробуем эту штуку установить и проверить, как же машина у нас поедет. Ну, в принципе, в инструкцию, если посмотрим, здесь ничего сложного нету, чисто пины, вот что куда подключать, и я думаю, уйдет на это у нас не более часа по времени. Значит, данное устройство предназначено для имитации корректного функционирования наиболее важных узлов АКПП, устанавливающихся на автомобиле Toyota и Lexus с двигателями Toyota JZ и UZ серии после 1998 года выпуска. Так, благодаря этому становится возможным получение полной паспортной мощности двигателя при установке механики. Доступны версии для других моделей. Поняли, да? То есть звоните, узнавайте. Вот, что еще у Юры есть.
Так, с целью снижения стоимости и сложности установки определенные коды неисправности, связанные с отсутствием КПН, но не влияющие на мощность двигателя, остаются неотключенными. При необходимости их можно устранить отдельно. Что нам нужно для установки? Само устройство, инструкция, ну, естественно, схемы электропроводки, да, системы электронного управления КПП. Распечатал себе, тоже двигателем. Машина. Немножко надо покурить, разобраться. Вот, нагреть паяльник. Будем резать, спаивать. Все согласно инструкции. Ребята, я не буду снимать сам процесс, как я это делаю, потому что, ну, я думаю, это будет лишнее время, это неинтересно. Вот, говорю, здесь в инструкции, если вы все-таки надумаете покупать эту прекрасную вещь, вот, в инструкции все написано, все понятно. Мне кажется, сделать вообще, если у тебя есть хоть малейшее понимание об электрике, да, и проводах, и что с ними надо делать, вот, то сделайте спокойно вообще. Все максимально объяснено и расписано. Также вам необходима будет маленькая отверточка. Вот. Ну, если там решите вытаскивать пины, да, из фишек, то иголочка. Вот. Ну, у меня там и термоусадка есть, я все это купил. Паяльник уже поставил. Нагреваться, ребят, мой совет, я думаю, со мной все согласятся, да, что перед тем, как залазить в проводку, особенно в мозги, включайте аккумулятор. От греха подальше. Все. Ну все, ребят, начинаем, значит, вот в этом вот лесу дремучем наводить порядок, подключать все и делать. Погнали. Так, ну процесс идет. Все провода, которые будут у меня непосредственно напрямую, сейчас покажу согласно схеме. Вот, все провода, которые вот идут непосредственно от блока управления до этого устройства, вот они напрямую, я вот так вот в те провода, которые у нас, да, от коробки передач шли, я их спаял, на термоусадочку так посадил аккуратненько, и нам их осталось только воткнуть в фишки. Естественно, вот эти три провода, не плюс, там Е1 и плюс Б, вот они у нас врезаются уже непосредственно в систему. Второе у нас получается, не знаю, это может быть для коробок других моделей, вот, но S3 и S4, вот, S3 и S4 у меня по схеме нету. Есть только S1 и S2. Думаю, что просто тупо их не надо никуда приделать, так и оставить, и все, думаю, будет работать правильно. Ну, проверим. Так, ну что, все это дело я подключил. Вот, списался с Юрой на всякий случай, спросил про эти два провода S2 и S3, он сказал, да, так и оставляй, то есть на 110-м этих пинов нету. Так, сейчас мы сначала все это дело пробуем, подаем питание, читаем инструкцию. В инструкции написано проверка правильности подключения. Сверяем, если все у нас работает, пробуем, заводим и быстрее валим, короче, ехать смотреть. Так, ну все, наверное, завести надо машину. Заводим. Ого, у меня чек потух. Офигеть. Вот это да. Но почему-то масло горит. Ага. Так, попытка номер 2. О! Блин, чек погас. Офигеть, ребята. Чек погас. Раз, два, три. Так. Значит, хотелось бы обратить внимание, я вот сейчас ошибся. Точнее, не я ошибся. Значит, тема такая. В схемах, которые, да, в интернете общедоступные, мы все скачиваем, ошибочка небольшая. Вот посмотрите, я взял без задней мысли, вот там по пенал смотрю, черный провод просто воткнутый у меня в 20-й, ну,
делаем. В 20 пин, где должна быть двойка. Но я, естественно, думаю, ну, значит, лишний. Все-таки есть автоматный должен быть провод. Вот я его вытаскиваю. И согласно вот этой распиновке затаскиваю туда двойку, как согласно схеме вот от этого устройства. Заводим машину, у меня горит масленка, не работает тахометр. Вот. Начинаю разбираться. Оказывается, черный провод, который там был, это тач. Вот как раз который за это отвечает. Я возвращаю его обратно в этот 20 пин. А вот эту вот двойку нахожу свободное гнездо у меня совсем на другой фишке. Оказывается, здесь вот реально схема перепутана, это все дело. Блин, ну так вот. Хорошо, сразу разобрался, увидел. Так, у нас сейчас смотрим, ну почти уже холостые обороты. Они сейчас должны чуть-чуть упасть. И по идее устройство должно опять у нас замигать 1-2 с паузой. О, так и есть. То есть машина, когда на больших, на прогревочных оборотах, когда она постоянно часто мигает, как только у нас двигатель прогревается, в этом режиме напряжение близко к 12 вольт, то есть подается на вывод P. При повышении оборотов светодиод начинает равномерно мигать, и напряжение подается на вывод 2. То есть как только сейчас, по идее, я должен газануть, и они должны замигать. Да. Все правильно, значит все работает. Сейчас опять должно на холостые обороты сброситься и опять мигать 1-2, пауза, 1-2, там от 1 до 5. Так, ну сейчас мы ради интереса, так как у меня сканера нету, проведем диагностику системы, да? Самодиагностику. То есть, если вы внимательно читали букварь по эксплуатации данного автомобиля, там есть такой пунктик самодиагностики. Здесь вот в диагностическом разъеме нужно вот замкнуть 2 пина, и машина становится в режиме диагностирования. Вот. Воткнули. Включаем зажигание и начинаем считать количество миганий чека. Вот, то есть они мигают с периодичностью там, грубо говоря, 1 секунду. Потом где-то вот мы считаем эту цифру, да, потом раз пауза. И пошла вторая цифра. Вот это получается у нас код ошибки. Например, 2 мигания, потом 3 мигания, потом большая пауза, другая ошибка. Вот, сейчас пробуем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. И вот получается большая пауза, и пошло заново. Так, ну что, у нас 3 ошибки: 60, 68, 77 и 78. Теперь забиваем там в интернете и так далее, или заходим в Мотор-Дату, да, если у вас есть лицензия на нее купленная, либо демо-версию, может на 110 марк, она всегда открыта, дается там буквально на 2 недели. Так, включаем. И посмотреть, что это за коды ошибок. По идее у нас машина должна с места, вот именно с низов, чуть лучше ехать. Вот потому что ребята, которые говорили, что исправляли себе эту ошибку, результат был налицо.
ладно? Блин. По-моему, мне это снится. Бля, она у меня... Блин, ну может, конечно, дороги сырые, но она у меня как-то так сразу не буксовала, блин. Да ну нафиг. Бля, я сейчас выйду на нормальную площадку. Совсем что-то поведение изменилось, если честно. Офигеть, да ну нафиг. И я все это время ездил и думал, что тачка валит. Бля, на реально смыслов ехать стало как-то по-другому. Да. Так, сейчас даже резину еще поднимемся. Офигеть. Опять вот это ощущение, когда ты свапаешь машину с 1Г на 1G, и она просто валит, у тебя впечатление столько, вау! Потом вторые у меня офигенные впечатления были, это когда я, короче, кондиционер сделал на этой машине, а это будет следующая серия, как я его оживил. И вот сейчас она, блядь, фу. И вот сейчас она, короче, стала ехать, ну не знаю, на сколько там лошадиных сил, наверное, 15-20 лучше. И опять такие же ощущения. Тачка лучше, вот прям по-любому ехать стала. Я не говорю, что там вот, как будто она прям вообще земля и небо. Но ощущение, что что-то поменялось, оно есть. Ребята, я сейчас еще свечу новую поставлю. Вообще огонь будет. Спасибо, Акад. Спасибо, Юра. Спасибо, Коля с Кемерово. И все. И все.